Вы попали в кроличью нору хроники. И Эрика, большое вам спасибо за ваши запросы о членстве в Patreon. Вы вернули артиста, которого мы полюбили с первого раза, когда услышали, и одного из лучших певцов всех времен, и его зовут Димаш Кудайберген. А это с Игорем Крутой, и песня называется «Олимпика». Большое вам спасибо, Эрика, за то, что вы впервые спустили это в кроличью нору. Я действительно взволнована возможностью заняться этим делом. Эрика, большое вам спасибо за статью о Димаше, которую вы написали для нас. Вы сообщили нам, что он на самом деле из Казахстана, и это очень круто, потому что у меня действительно был друг, который ездил в Казахстан по программе обмена еще в старшей школе. Сказал, что это было очень круто. Феноменальная страна, в которой происходит масса всего интересного, и в ней просто так много интересных историй о Казахстане. Я очень рада вернуться к Димашу и услышать эту песню, которую он на самом деле поет на итальянском языке. Еще раз спасибо вам за то, что прислали нам текст, чтобы мы знали, что происходит, а также за то, что вы прислали нам ссылку с переводом с итальянского на английский, что просто феноменально. Так что мы можем следить за текстом и наслаждаться красотой этой песни, особенно тем, что она написана Игорем Крутым. Я так взволнована, что принимаюсь за это дело. И если вы, ребята, также взволнованы, как и мы, не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на дополнительные материалы. Качество продукта. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку во время нашего последнего выступления и за то, что вы разъяснили, как оно называлось и что именно он исполнял во второй опере. Так что если вы пропустили наш первый раз, когда мы отреагировали на Димаша, обязательно сходите и посмотрите на это. Мы подбросим его туда. Дайте мне знать, как вы все называете себя как фанаты Димаша, как димашианцы. Я не знаю, как вы себя называете. Nightwish называют себя Nightwish Army. Так что мне просто хотелось бы узнать, как вы, ребята, относитесь к этой фан-группе, потому что Димаш кажется одним из лучших людей на планете. И прямо сейчас мы собираемся выяснить больше. О, это круто! Скольких людей мы видели, которые медленно качали головой и просто не верили своим глазам. Да. Очевидно, что это потрясающе, но мы просто качаем головами, а два человека, которых они увеличили, это они оба. Они оба улыбаются и пожимают друг другу руки. Точно так же, как у той женщины, рядом с ней была светящаяся табличка «Мне нравится». И она была просто в абсолютном блаженстве, слушая голос этого человека и, как и я, его диапазон. О боже, как глубоко он опускается до этих высоких нот. Я чуть не забыл, что он может взлететь так высоко, потому что это было так низко. А еще он может петь на разных языках. Интересно, на скольких языках он тоже может петь? Вероятно, очень много, потому что я даже приехала из Казахстана. Да. В этой стране уже говорят на 3 или 4 языках.
потому что она зажата между Россией и Китаем, а также некоторыми странами Ближнего Востока. Таким образом, существует множество языков, которые сталкиваются друг с другом. Там внутри. В одном месте. Так похоже на «О, боже мой». Сцена тоже очень красивая. Сцена прекрасна, и Игорь сочинил эту песню. И это прекрасная композиция. Это совсем не то, чего я ожидала. Именно так. Я прочитала текст песни, потому что, Эрика, ты прислала его нам. Так что, когда мы их прочитали, мы подумали, о, это должно быть очень стильно, как «Ла-ди-да». Ура, мир и любовь во всем мире, бла-бла-бла. По крайней мере, я так это восприняла. По крайней мере, я этого не делал. Это замечательно. Так вот, когда я впервые слышу эту песню, но примерно представляю, что это за текст, я думаю, хорошо, это будет немного более оптимистично. И что-то вроде ощущения от ковид-поппи. И вот, когда я вошла, оказалось, что это совершенно не поппи. Это потрясающе. Я действительно горжусь этим. И в этом есть что-то вроде техно-атмосферы, но она мрачная, но в то же время полностью оперная. И вы подумали примерно так. Мне интересно, не сочинил ли Игорь также танцоров, которые ходят по сцене, танцоров на заднем плане? Я не думала, что фонарики будут использоваться таким образом, потому что это было круто, просто иметь такие фонарики, какими они и были. Похоже, что зрители очень хорошо знают, как взаимодействовать с Димашем. У них все очень хорошо получается. Они очень хорошо участвуют в этом процессе. Это просто феноменально. Да. Просто. Тогда давайте продолжим в том же духе. Разве он не был бы идеальным фантомом? Да, он бы так и сделал. Он мог бы работать с обеими сторонами. Я буквально подумала об этом, потому что он в буквальном смысле поет дуэтом сам с собой. Так оно и было на самом деле. Он исполняет женскую вокальную партию. Он исполняет мужскую вокальную партию. Он может взять обе ноты и так плавно переключаться между ними, когда начинает играть, особенно в этом конце, потому что он начал с более низких тонов, а затем как бы замедлил переход к более высоким нотам. Но затем он вернулся к низкому уровню, а затем снова к высокому, не упустив ни одной промежуточной точки. Мне так нравится его самоконтроль, его голосовой контроль.
Срань Господня. Да, пожалуй, это лучшее, что я когда-либо видел от одного единственного человека. Что касается нас, то мы любим наш металл. Так что мы любим гроулинг и чистоту. Нам нравится, когда человек может легко переключаться между этими двумя аспектами, что действительно выделяет нас, и нам это нравится. Так что для нас, когда мы поем, когда мы слышим больше классического оперного материала, если вы можете перейти на этот низкий тон, а также на высокую ноту. И сделать это происходит так легко, что у вас словно мурашки бегут по коже. У вас нет выбора. Так оно и есть. Это вызывает почти благоговейный трепет и страх, потому что он тоже может смотреть в камеру, и кажется, что она вращается вокруг него. И он полностью осознает, что происходит прямо сейчас. Он просто настоящий шоумен. И приятно осознавать, что этот Игорь его композитор, который только что сочинил одну из лучших вещей, которые я когда-либо видел. Да, Они похожи на динамичный дуэт. А сколько лет этому парню Димашу? я понятия не имею. Но даже если просто вернуться к тому, что вы упомянули об Игоре, когда он сочинял это, как будто у них были гитарные рифы, у них было так много разных событий. Таким образом, вы ощущаете немного металла, техно, у вас потрясающий ритм. Такое представление на оперной сцене, как это, было чем-то большим, чем просто посещение концерта Димаша. Это полноценный опыт. Так оно и есть. Потому что все, что происходит в зале, все танцоры и хореографии были просто безумными. Совершенно верно. Я хочу знать, кто занимался хореографией. Мне интересно, был ли это тоже Игорь или кто-то еще, кто работал вместе с ними над хореографией танцоров, а также над музыкой и всем остальным, потому что это было просто феноменально. Это безумие, потому что в первый раз, когда мы увидели Димаша, он был действительно урезан, и это было что-то вроде китайского конкурса певцов. Да, так оно и было. Таким образом, в нем не было всего того экстравагантного, что нам довелось испытать с этим. Огромное спасибо вам, Эрик, за то, что вы сказали, что это представление доводит вас до слез. Я понимаю, насколько это должно быть важно для всех, кто любит Димаша. Вы также сказали, что Тара и Димаш – ваши любимые певицы, и я вижу, как Димаш и Тария исполняют потрясающий дуэт вместе. Я могу только представить, и я знаю, в каком направлении мы хотим двигаться с Димашем. В следующий раз мы хотим проверить СОС. И я не знаю, похоже ли это на его официальное музыкальное видео или что-то в этом роде, но именно это вы все комментировали как сумасшедшие, чтобы перейти к следующему. Так что, вероятно, именно это и происходит. И если вы очень взволнованы этим событием, отлично провели время с нами, и хотите поделиться нашим путешествием по кроличьей норе Димаша, продолжайте, нажав на кнопку подписаться. Прокомментируйте ниже, хотите ли вы, чтобы мы сделали этот СОС или другой, и поставьте лайк этому видео, если вы хорошо провели время. Большое вам спасибо, Эрика, за то, что вы помогли Димашу спуститься в кроличью нору. Это было абсолютное безумие. Мне не терпится узнать, что еще нас ждет. Потому что этот человек настолько талантлив, и он превосходит все, что я ожидала от одного единственного певца. Поэтому мне не терпится узнать, что еще он приготовил для нас. Всем мира и любви. И единственное, что я знал о Казахстане до этого, был Бород. Это намного лучше. Мне намного лучше. Да благословит вас всех Господь. А теперь до свидания. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться, чтобы узнать больше о Хронике. Большое вам всем спасибо за то, что вы дошли до конца этого видео. Если вы хорошо провели время, являетесь новичком на канале и не хотите пропустить следующий выпуск, вот очень простой способ попасть на наш следующий выпуск, нажав на кнопку «Подписаться». Если вам понравилось то, что вы услышали в этом видео, и вы хотите поддержать этого исполнителя, то простой способ сделать это находится прямо здесь. И я думаю, что прямо здесь у нас есть для вас действительно хорошее видео, которое, как мы думаем, вам понравится. Большое вам всем спасибо. Увидимся в следующий раз.